Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Alex Gamify, тут мы обсуждаем экосистему TON и токены в этой экосистеме. Сегодня суббота, хотел бы с вами обсудить монетки Hamster, NOT, TON, DOX, CAT, Gram и Time, соответственно. Начнем, наверное, с NOT. Недавно он нам выдал свечку в 20%. Было это буквально вчера на том, что тон у нас подрос. То есть то, что я заметил, NOT очень сильно коррелирует с тоном, не с точки зрения того, что у них пара в дексах, да, так как он все-таки листится на бирже, это не совсем актуально, но маркетмейкеры NOT, они любят вот такие вот замечательные прострелы. То есть выходы прям очень часто коррелируют с тончиком. Ну, напомню, что график NOT у нас вот такой вот, да, был сначала листинг, мы уходили вниз, далее была огромная свечка на, так сказать, лете, на таком мини-альт-сезоне, и далее плавно мы скатываемся все ниже. Сейчас в NOTCoin пошло уже какое-то оживление, какой-то интерес у игроков, так как появился NOT Pixel. Конечно, на курсе NOTCoin NOT Pixel не играет, у них будет там своя история, но так или иначе, когда команда какое-то движение делает, да, позитивное, то это тоже все отыгрывает. Но вот это вот само движение, рост цены, он не органический, как мне кажется, это все история маркетмейкера и тип того, что мы там будем делать пул какой-то, да, то есть потянули новость под движение графика, а не наоборот. Вот. Мне кажется, что NOT, если и начнет отрастать, ну, наверное, не если, а все-таки когда, то все это будет зависеть уже от приложений, которые завязаны на курсе NOTCoin, да, то есть это обещанная биржа с ордерами лимитными, то, что нам обещали еще в самом начале, но до сих пор этого нет. Сейчас этого инструмента действительно не хватает, было бы здорово, если именно NOTCoin, да, как такой вот символ, что ли, экологичности продуктов, запустил бы свою биржу в Telegram, и мы бы двигались уже по этому нарративу вместе с ними. Ну а пока имеем то, что имеем, график падающий, тут вот небольшая такая консолидация, ну, мы в данном случае не разбираем графики, да, я говорю именно с точки зрения проектов, как они двигаются, то есть по ноту я вот ожидаю именно какие-то серьезные подвижки, серьезные влияния на цену, когда они уже что-то интересное выпустят по типу биржи, которые они обещали, или что-то еще интересного. Ну, если бы пиксель бы, который сейчас тоже начинает греметь, как-то бы взаимодействовал с монеткой, то было бы тоже очень хорошее оживление. Но пока имеем то, что имеем. Вот, далее по Hamster, наверное, на вкусненькое. Давайте с котов. Catizen. Тут все довольно просто, мне кажется. То есть они выпустили монетку, все это, как всегда, после листингов обычно все падает, потому что это airdrop, люди продают, и смысл откупать монету, когда есть большое давление на стакан. Вот, поэтому они, собственно, этого не делают, да, разработчики, но в проект инвестировано огромное количество денег, Binance Labs, TON там тоже, ну, короче, очень большие игроки занесли сюда свои реальные живые деньги. Вот, Catizen, судя по их roadmap, судя по их сайту, делают именно экосистему игр, то есть игр, которые можно донатить, которые можно играть, получать какое-то удовольствие, ну и все это будет прибыль, собственно, распределяться на владельцев Catizen. Здорово, но эта история такая прям в долгую, то есть это надо следить за экосистемой, это надо создавать игры, все это будет дело пока, ну, не скажу, что падать, да, но не самый активный график нас тут ожидает. Вот, ну, во всяком случае, мне так кажется, это сугубо мое личное мнение. Вот, а проект сам по себе хороший, интересный, с значительными инвестициями, которые, вероятно, инвесторы захотят
хотят все-таки забрать, и не просто забрать, а еще и приумножить. DOX монетка интересная, это самый крупный мемкоин сейчас на Тоне, тоже запускался очень экологичным путем, очень интересным, особо каких-то действий для его получения не требовалось, достаточно просто было зайти в приложение, подключить свой Telegram аккаунт и получить в конце, на моменте раздачи, свои доксы. Вот, как с точки зрения экологичности проект топ. Как мемкоин выстрелил вообще идеально, все тут идеально отработало по нарративам. Что касается графика, мне кажется, они какое-то оживление также от них можно ждать после истории со стикерами, потому что если зайти сейчас в приложение DOX, то мы не увидим, ну, опять же, никакого функционала, да, хотя, по-моему, стикеры, NFT-стикеры, они были заявлены еще Павлом на токене Дубая. Было это довольно давно, но пока вот токенизированных стикеров мы еще не видим. Но сама по себе идея, она интересная, да, когда пользователи смогут создавать свои стикеры, другие, соответственно, люди смогут их использовать, кто-то будет использовать какие-то уникальные стикеры, ну и вся эта история может довольно хорошо сыграть для художников, то есть можно будет рисовать свои стикеры, другие люди будут их покупать, будет, соответственно, идти торговля за DOX, ну и все это дело отстрелить хорошенько, но все эти проекты, что Citizen, что DOX, что Node, ну Node так вообще в первую очередь очень сильно зависит от маркетмейкера, то есть тут не именно то, что рыночный какой-то спрос, да, который определяет там цену монеты. В данном случае график будет рисовать именно команда, которая управляет вот этой вот ценой, спросом и предложением на бирже. Поэтому также будет подтягиваться именно под новостной фон. Если тону будет хорошо, если там будут выходить новые проекты, если там какие-то интересные коллабы будут происходить, мы будем видеть там график тона на 6, на 7, на 8 и так далее, то, естественно, вся эта история тоже очень хорошо полетит. И не обязательно тут именно сама механика, что реально эти стикеры будут пользоваться спросом. Нет, если вот они выкатят, что мы типа создали инструмент, когда вы можете запустить свой замечательный стикер, получать за него доксы, то все это дело полетит очень-очень хорошо вверх и без реального спроса. Вот, поэтому все эти истории, они такие довольно манипулятивные, и тем самым зарабатывается большое количество денег именно на бирже, когда вот на примере Hamster. Hamster прям идеальный пример, как можно заработать миллионы долларов за буквально какое-то небольшое количество времени. Когда монетка вышла, да, там что происходило? То есть она залистилась, и, соответственно, было очень сильное давление на цену. То есть график был прям такой, не свободное падение, да, но что-то похожее, потому что улетела она сначала там до 1.13, по-моему, и потом падала, на текущий момент торгуется на 0.0064. То есть падение было довольно сильное. Ну а сейчас мы видим такую вот консолидацию. То есть в первые дни было огромное количество ликвидаций. Как они происходят? Когда монетка падает, люди встают в шорт, соответственно, выделяют свои реальные деньги USDT на то, что монета будет падать. Маркетмейкер делает свечу вверх сильную и сбривает, собственно, тех, кто вставал в лонг, в шорт. Когда цена улетела вверх, люди встают опять-таки в лонг, да, думают, что цена сейчас пойдет вверх, и он видит, соответственно, всю эту историю и ведет график вниз. Тем самым график толкается туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. У людей там, у кого 10-е, у кого 5-е, у кого вообще 50-е плечо. И все это дело очень хорошо сбривается как с одной, так и с другой стороны. Деньги просто забираются от пользователей, перетекают к маркетмейкеру. Ну а сейчас мы видим вот такую вот историю, да, где график прям таки держится на одной цене. То есть, видимо, они хотят не сильно, чтобы цена все-таки падала. Хочется все-таки забрать текущий supply по вот этим вот значениям, и чтобы что потом с ним дальше делать. Мне кажется, монетка Hamster, она, ну вот хоть и нот тот же самый, он улетает в 20% за день, да, буквально от действий маркетмейкера, то Hamster — это та история, которая может
улететь значительно сильно. И сюда мы не берем историю с тем, что это там какой-то проект, который там хреново раздал, у которого проблемы сейчас с комьюнити, да, то, что люди не доверяют, люди просто выводят, продают и так далее. Hamster, мне кажется, все-таки это история про такую вот реальную, настоящую грязную крипту, где ты выпустил монету, она укаталась 2 раза, вероятно, она еще может укататься, где-то это все будет болтаться, а потом какой-то прострел. То есть, если посмотреть интервью, подкасты там, того же Гуриновича, да, основателя Hamster Combat, то есть не на тему хамстера, да, а вообще, когда вот он вел свою публичную деятельность, общался с какими-то спикерами, то у него очень хорошо прослеживалась вот эта вот история к мемкоинам, к крипте, когда, я даже сейчас помню этот подкаст, что они обсуждали историю с мемкоинами, то есть, что это идеальный способ уходить в кэш, в отмывание денег, да, то есть можно занести совершенно легально какую-то сумму денег значительную в крипту, а потом она упала, а потом она, не знаю, взлетела, и тем самым это вот происходит такая условно легализация денег, а потом можно сказать, что, ну, мы либо на крипте заработали, либо мы на крипте потеряли. Возможно, Hamster будет идти по такому же сценарию, сейчас заберет какой-то supply у игроков, ну, благо нам он достался бесплатно, хотя нам достались как бы совершенно копейки, но так или иначе, да, сейчас есть у всех возможность либо там купить, либо продать, как-то делать какие-то свои движения с портфелем. И мне кажется, что Hamster — это такая самая-самая манипулятивная монета, которая в меньшей степени, наверное, будет зависеть от того, что происходит с проектом, и в большей от того, когда нужно задампить и когда нужно запампить. Вот. Такой своеобразный получился мемкоин от создателя Hamster Combat, который, вероятно, будет использоваться для каких-то более интересных вещей с их точки зрения. Хотя это уже такая небольшая конспирология и додумки. Тут мы просто делимся мыслями, да, ни на что особо не претендуем. Вот, поэтому по Hamster Combat, ну, история такая, сейчас идет какая-то вот консолидация, да, возможно, он еще может пойти ниже, хотя смысл тогда было откупать на вот этих вот значениях. Вроде как падать должен был он значительно серьезней, если хотели совсем сильно скинуть. Вот. А поведут его наверх, вероятно, после того, когда увидят, что давление на стакан все-таки снизилось. Потому что все эти данные есть, да, все данные по продажам можно посмотреть. И когда, условно, там, в первые дни там, давление на стакан огромное, во второе чуть поменьше или, возможно, чуть больше, сейчас даже, да, пользователи доходят до биржи, получают свои токены и все-таки получают какую-то свой фиат, в общем, выводят крипту фиат. Так или иначе, когда вся эта история закончится, когда увидят то, что давление на стакан оно спадает, то уже можно будет делать какие-то интересные действия. Что по тону, например, да, что у нас по тону, тут тоже все довольно интересно. Болтались мы на таких страшных значениях, сейчас уже выходим к 6, ну, после такого роста, как бы, да, ожидаемая коррекция. По тону я оптимист, я жду, верю, то, что нас ждет и 7, и 8, и 10, и 15, собственно, в перспективе, да, а как поведет себя график, какую-то вот такую ожидаемую перспективу, ну, на самом деле, никто не знает. Вот. Сейчас идет оживление за счет того, что там CZ вышел, то, что крипта, в принципе, тоже начала оживаться, да, за счет и этой тоже новости. Вот. Поэтому тончик у нас так хорошо вот отреагировал. Сейчас, может, пойдет на небольшую коррекцию, потом опять мы, надеюсь, что полетим к 7 и увидим эти всем долгожданные значения, наконец-таки. Ну а за тоном уже притянутся и остальные монетки. Что, например, сейчас с таймом тем же самым, да, если кто не знает, кстати, вот приложение, в котором мы сейчас находимся, это вот Time Price, одно из экосистемных приложений токена Time. Тут можно, соответственно, смотреть графики монет, покупать
покупать монеты, продавать монеты, получать по ним всю подробную информацию, да, вот что за проект, как он там действует и так далее. Вон все ссылки есть, дорожная карта, GetGems, ссылки, коллекция, то есть на все токены есть вот определенная информация. Ну и плюс, соответственно, можно лутать монетки Price, это вот как такая игрушка, тапалка, да, где можно берем, прокачиваем абсолютно любую карточку, да, за нажатие, собственно, по клавише нам показывается рекламка, и по итогу мы получаем какое-то количество монеток Price. Ну, собственно, за одну прокачку мы получаем одну монетку. Сейчас закончится реклама и покажем дальше. Да, реклама закончилась, вот у нас монетки начислились. За что они тут идут? За прокачку карточек, которые вот как раз-таки только что была, за приглашение рефералов. То есть можно пригласить реферала и получать 10% от их дохода. Ну и, соответственно, за премиум аккаунт. То есть если мы найдем раздел премиум, то мы увидим, что за каждый день премиум статуса у нас будет 50 прайс начисляться. В общем, вот такая вот история. Плюс есть еще, кстати, промо-эйрдропы. Да? Есть определенные токены, которые выделили свой дроп своего токена для пользователей. Тем самым можно участвовать в эйрдроп, то есть стать холдером и получить, ну, в данном случае 98.05 USDT по курсу, да, текущему на одного пользователя будет дропаться. Ну и также вот есть остальные токены. Это вот касаемо time price. Если перейти в time, что сейчас там происходит, переходим на дневку и видим вот такую вот историю. То есть напомню, да, Time вышел, все токены были в рынке абсолютно, кто мог покупать, ну, все могли покупать, собственно, люди продавали, дальше небольшая коррекция, и дальше это полет, огромный полет на ракете к капе почти там 1,5 миллиона. Ну и дальше коррекция, отстрелы и разгрузка, то есть люди продавали кто в минус, кто, соответственно, в плюс, кто вот заходил на вот этих вот значениях. Далее уже нашел какую-то поддержку, и вот мы видим, что в текущих реалиях мы торгуемся вот тут. Ну, собственно, из интересного, проект уже сейчас сжег большое количество монет, за неделю сжигается порядка миллиона, то есть всего тут 865 миллионов монет, и за неделю он жгет на текущий момент порядка миллиона. Будет это больше, будет это меньше монет, увидим, да, но напомню, что сжигание, оно происходит за счет того, что проект разрабатывает мини-эпс, в данном случае типа Time Price, да, Time Price генерит какой-то доход, и 25% идет на сжигание, то есть заработал 1000 тонн, 250 тонн откупили токен с рынка и сожгли. Вот, такая вот интересная механика. В ближайшем будущем будут новые проекты выходить, новые приложения, и тем самым вся эта экосистема будет генерить все больше и больше прибыли, и, соответственно, что будет сказываться позитивным образом на цене прайса. Ну, вероятно, да, мы тут не вангуем, мы не прогнозируем, не рекомендуем, но так или иначе динамика тут уже интересная. Что, в принципе, по рынку мини-эпов, токенов на мини-эп, мне кажется, что все будет в ближайшее время идти наиболее позитивным образом, то есть негатив там с арестом Павла Дурова, он уже остался как бы, да, позади, уже эта новость отыграла, уже крипта начинает плюс-минус оживать, тон за ней подтягивается, вот, листинги интересные происходят, понятно, что там аудитория мини-эпов, которые сейчас получают дроп от тапалок, кликалок, да, это не всегда платежеспособная аудитория, да, это много там школьников, много людей, кто только-только с криптой как бы сталкивается, хотя, с другой стороны, да, не совсем правильно говорить, что школьники не платежеспособные, очень знаю много кейсов, где у школьников там по 3-5 тысяч долларов, которые заработали на дропах, на фермах, на, в принципе, крипте, торговле мемами, поэтому вот такая история даже бывает. Вот, в общем,
Если люди в рынке, да, они понимают, что можно вложить, это риски, но можно и с этого заработать. Если люди только-только приходят, то они, как правило, менее охотно куда-либо вкладываются, соответственно, чтобы не потерять. Вот. Ну и профит с этого идет как бы значительно менее интересный. Где-то на подкасте видел то, что, по-моему, это был основатель, да, Blockchain Life, как раз-таки был недавний подкаст. Вот он, собственно, вангует то, что вся эта аудитория кликалок, тапалок, она перейдет уже более на следующую бычку, то есть вообще через цикл получается, что сейчас эти люди попробовали, кто-то, кому-то понравилось, кому-то нет, кто-то там получил свои монеты, слил стакан, пошел заниматься своими делами, кто-то наоборот зацепился. И вот эта вот часть аудитории, она пока будет разбираться, пока будет терять в первый год, не знаю, там, да, 2, кому сколько времени потребуется, чтобы как бы получить там какую-то долю своего опыта. Люди в любом случае будут терять, люди в любом случае будут платить деньгами за свой опыт. Вот. И далее уже это подготовленная аудитория, которая понимает там в DeFi, которые посмотрели, что ага, есть тут направление NFT, есть направление мемкоинов, DeFi сегмент, да, то есть огромная вообще куча, куда можно направить свой интерес и, собственно, свои деньги, уже подходят к новой такой стадии, к новой бычке уже подготовленными. Вот, не знаю, надеюсь, что это не так. Надеюсь, что аудитория тапалок все-таки тоже плюс-минус она такая качественная, да, люди заинтересованы в крипте и, ну, довольно быстро изучают интересную инфу, потому что, судя по нашим чатам, люди вот, кто приходил с доксов, например, в крипту, да, и уже как бы понимают, как пользоваться кошельком. Ну, с ноткоина понятно, многие пришли с нота, там уже многие успели потерять и уже плюс-минус варятся, получив какой-то позитивный и негативный опыт. Ну и текущая аудитория, надеюсь, тоже как-то будет более или менее конвертироваться в либо платящих участников, которые, например, играют в игры и просто готовы отдавать свои деньги за какое-то удовольствие, либо уже в криптонов, да, которые именно целятся в профит. В общем, поживем увидим, посмотрим, как оно будет. Я максимально буллиш, максимально позитивен за рынок крипты, за рынок тон. Очень интересно за всем этим наблюдать. Вот. Ну а взлеты и падения, они есть абсолютно на всех рынках, но без этого никуда. Так что сегодня как-то так. Напоминаю про телеграм-канал. Слева вот есть QR-код, есть также название. Ссылки тоже будут в описании. Переходите, будем там с вами на связи. Ну и реферальную ссылочку на Time Price я также оставляю в описании. Переходите, очень удобно пользоваться. Вместо гека терминала или декскринера, да, где там куча разной информации, все прямо в Telegram с телефона, прям одно удовольствие. Причем можно, кстати, еще и покупать, продавать токены буквально по одной нажатии на кнопку. Вот. Будем с вами на связи. С вами был Алекс. Всем пока-пока.